Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Хасан под дулом пистолета пытается вывести Дилана и Чинара из особняка, Баран пытается догнать их по дороге. Берфин, с другой стороны, сидит перед Акифом и Гэжой Айхан, смущенный тем, что его настоящая личность раскрыта. Когда эта новость дошла до Акифа, они поспешно ушли, сказав, что поговорят позже. Когда Дилан говорит «отпусти ребенка, и я пойду с тобой», Хасан не соглашается. Хасан тянет Чинар и говорит: «Посмотри на Дилан, как она для тебя мать, и посмотри на свою настоящую мать, она смотрит, как будто ты смотришь театр». Когда Джейда слышит это, она внезапно кричит: «Чинар, мой сын!» Хасан заставляет ее сесть в машину, говоря, что ты не контролируешь себя, и это слишком. Он говорит, что автомобиль, на котором скрылся Акиф Хасан, был найден брошенным в безлюдном месте, но их следов не осталось. В то время как Баран злился из-за того, что этот человек был убийцей моих братьев и моей матери, когда госпожа Азади сказала: «Я бы хотела родить камень вместо него», Баран сказал: «Он ничем не отличается от камня». Затем Баран злится и напрягается на Тарика, говоря, что ты несешь ответственность за этого человека, как ты мог не помешать ему. Когда он и Тарик начали нападать друг на друга, господин Кудрет остановил его, сказав, что сейчас не время. Госпожа Хаджер говорит, что если бы госпожа Азади подошла ближе к Хасану, возможно, мы бы это заметили. Когда Баран спрашивает, правда ли это, госпожа Азади отвечает, что это правда, это моя вина, я никогда не замечала. Бэрон заходит в кабинет, кричит и швыряет вещи, говоря, что это ничья вина, это все моя вина, я не должен был позволять этому человеку оставаться здесь. Когда Дилан и Чинар говорят, что Баран и Тарик спасут их, Хасан говорит о своем отце, как о сыне настоящего Аги. Когда Дилан говорит «он Коробей, ты пожалеешь о том, что сделал», а Чинар говорит «они нас спасут», Хасан говорит «ну заткнись, или я тебе тоже рот заклею». Дилан говорит ребенку не кричать и говорит Чинару: «посмотри на них, даже они выглядят одинаково». Баран думает о своих прекрасных моментах с Диланом и Чинаром, его глаза наполняются слезами, и он говорит: «я спасу тебя». Когда господин Кудрет и Акиф приходят к нему и говорят: «я не могу так бездействовать. Я знаю, насколько опасен Хасан и что он делал раньше», говорит Акиф, «я знаю это направление более или менее, это соединен с сельскими дорогами». Когда Баран спрашивает, можем ли мы получить доступ к записям дорожной камеры, выходит Акиф, чтобы я мог провести расследование. Пока Тарик и госпожа Хаджер задаются вопросом, как это произошло, госпожа Хаджер говорит, что, очевидно, она не доверяла нам и хотела обезопасить свой собственный бизнес. Тарик Хасан перешел все границы и вышел из комнаты со словами: «Я убью его, где бы я его не поймал». Джейда говорит, что нам делать, мама. Когда Тарик скажет, что он сошел с ума от гнева, мы найдем решение. Вместо того, чтобы ходить вокруг и привлекать внимание, оставайся в комнате и позволь им думать, что он болен горе. Хасан звонит по телефону, чтобы позаботиться о своих делах, а затем идет к Барану, чтобы позвонить ему и назначить встречу с Диланом и Чинаром. Госпожа Айхан звонит Берфину и спрашивает, есть ли прогресс. После того, как Берфин говорит, что развития нет, и кладет трубку, он говорит Акифу, что Айхану интересно. Когда Акиф спрашивает, как дела, Берфин отвечает: «Я нездоров, Чинар, мой драгоценный». Когда Акиф позже приходит к Барану, Хасан звонит Барану. Когда Баран говорит немедленно отдать телефон Дилану, Хасан говорит, что вся семья Коробей должна прислушиваться ко всему, что говорят. Дилан звонит Барану. Когда Баран Дилан спрашивает, все ли с тобой в порядке, он отвечает, что все в порядке, а Чинар спит. 3. Когда Бэрон говорит, что спасет тебя, Дилан говорит: «Я не знаю, где мы, но верю, что ты нас найдешь, потому что ты всегда это делаешь». Когда Тарик Чинар спрашивает, в порядке ли он или сильно ли он напуган, Дилан отвечает, что с ним все в порядке, он совсем не боялся. Затем Хасан берет трубку, и когда господин Кудрет злится на Хасана, он говорит: «подождите своей очереди, я хочу сначала поговорить с моим племянником наедине». Каждый становится несчастным, когда вешает трубку. Затем Хасан смеется и говорит, что Баран Ага, должно быть, сейчас злится.
Когда он оставляет Чинара и Дилана в хижине и уходит, входит Хасан, в то время как Дилан пытается подобрать кусок, который он увидел на земле. Затем он спрашивает Дилана, что ты делаешь и почему ты так смотришь. Дилан говорит, как ты убил Ферата и Гуля. Тебе их не жалко. Когда Хасан говорит, нет, мне не жаль, это слишком драматично, как в кино. Когда Дилан говорит, этот ребенок много лет называл тебя отцом, Хасан говорит, ты снова начал судить, точка. Когда Дилан говорит, по крайней мере, отпусти этого ребенка, Баран с этого момента не позволит тебе жить, Хасан говорит, я убью всех, когда придет время, даже Чинара. Когда Дилан говорит, я убью тебя, точка. Хасан начинает смеяться, потому что это так смешно. Пока Дилан пытается подобрать режущий инструмент с земли, он также старается не дать Чинару упасть с колена. Он берет его и начинает пытаться разрезать. Бэрон же в отчаянии думает, сколько раз ему придется испытать этот страх. Оставшись один в своей комнате, он вспоминает прекрасные разговоры, которые у него были с Дилан, и то, как она рассказывала ему, насколько он влюблен и доверчив. Пока Дилан пытается перерезать веревку в своей руке, он говорит Чинару, «Я обещаю тебе, мы будем спасены здесь, когда Хасан входит внутрь». Когда Чинар просит его чем-нибудь прикрыться, Хасан передает покрывало Дилану. Когда Дилан спрашивает, «У меня связаны руки, как я могу это прикрыть?», Хасан говорит, что Чинар очень дорог мне, и зеница Акбарана не выносит его. Он, как и его отец. Тем временем, когда Чинар просыпается, Дилан поет колыбельную, чтобы снова заснуть. Бэрон берет глобус, на котором записан голос Дилана, и начинает плакать, слушая колыбельную. Он кладет голову на кровать с глобусом в руке, смотрит на него и продолжает плакать. Тарик приходит в комнату Чинара, ласкает и любит Чинара по его совместным фотографиям и начинает плакать. Изучив фотографию Дилана, которую он нарисовал на своем столе, он кладет ее обратно и, плача, оглядывает комнату. Баран звонит Акифу, и они немедленно договариваются о встрече в его кабинете. Пока госпожа Хасиби и Тугба не определились, готовить завтрак или нет, а затем решают его приготовить, приходит Джейда и приказывает, чтобы вы еще не наливали чай, и вынесите сыр, который я привез из Франции. Тугба говорит, что у женщины нет ребенка, но она бездушна, когда беспокоится о сыре, как будто она не рожала сама. Пока Баран продолжает исследования, в своем исследовании вместе с Геном Тариком Кудретом и Акифом, он находит автомобиль, который привлекает его внимание, когда он смотрит на кадры с камеры Барана. Когда господин Кудрет сказал, что Хасан хорошо знает эти места, они отправились его искать, думая, что он, должно быть, там спрятался. Несмотря на то, что Баран говорит Тарику остаться, они вместе покидают особняк, говоря, что Тарик пойдет со мной и мой сын там. Когда госпожа Азади видит их внезапный отъезд, она с нетерпением ждет, есть ли какие-нибудь новости. Господин Кудрет говорит, «Я тебе скажу, мама». Дилан продолжает попытки перерезать веревку. Когда Чинар спрашивает его, где ты ее нашел, Дилан объясняет, что он нашел ее, пока ты спал прошлой ночью, и продолжает ее перерезать. В этот момент Хасану приходится остановиться, когда он придет. Хасан спрашивает, ты выспалась, красавица? Он говорит, я сейчас вернусь, я пойду, если ты будешь хорошо себя вести, я принесу тебе еды, хорошо, он смеется и уходит. Как только он выходит, Дилан освобождается от веревки и развязывает Чинара. Когда Чинар спрашивает, будем ли мы спасены, Дилан отвечает, что, конечно, спасем. Дилан предупреждает Чинара, что если я скажу ему идти, ты пойдешь, если я скажу беги, ты побежишь. Это то, чего я хочу от тебя, и он смотрит наружу. Хасан стоит снаружи и ждет, пока Хаджер спросит, где эта женщина, и говорит, Хаджер, надеюсь, ты не будешь делать никаких трюков. Баран приходит в лес с Тариком и Акифом, они уходят, и все начинают смотреть в другую сторону. Они выхватывают оружие и уходят, говоря, Баран Хасан не имеет границ, будьте осторожны, и да поможет вам Бог. Когда Дилан встречается с Чинаром, Хасан видит ее и хочет их остановить. Дилан немедленно кричит Чинару, чтобы тот бежал и не оглядывался, и заставляет его бежать. Затем, борясь с Хасаном, они падают на землю, и Дилан ударяется головой.
Пистолет остается рядом с Диланом, и Дилан берет пистолет и стреляет Хасану прямо в лоб. Баран, Тарик и Акиф слышат выстрел и бегут к нему, крича «Дилан!». Чинар, с другой стороны, встречает Тарика, когда он убегает, оглядываясь назад, как и сказал Дилан. Когда Тарик обнимает его и спрашивает, в порядке ли он говорит, что с ним все в порядке, я дал обещание Дилану и сдержал его, пойдем спасать Дилана. Когда Тарик сказал «нет», Акиф подошел к ним и спросил, я слышал выстрел, что случилось? Тарик сказал, я не знаю. Акиф отправляет их прочь и начинает бежать на звук. Когда Берон наконец находит Дилана и говорит «я здесь, я с тобой», как и обещал, «я с тобой», он замечает дыхание Дилана. Когда она говорит «давай, открой глаза, красавица, мы всегда выполняем свои обещания», она видит на небольшом расстоянии мертвое лицо Хасана, затем видит пистолет в руке Дилана и пристально смотрит. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.